Дорогие зрители и подписчики, это вторая часть моего видео из Таиланда. Я возвращаюсь в Москву. Да. Первый раз немножко не получилось, начну еще раз. Дорогие зрители и подписчики, это вторая часть моего видео из Таиланда. Я возвращаюсь в Москву. До второго по величине аэропорта Бангкока я долечу на популярном азиатском лоу-кост перевозчике AirAsia. И у меня будет практически целый день, чтобы погулять по городу. Следующим утром вылетаю из главного аэропорта Суварнабхуми на катарских авиалиниях сначала в Доху на А330, а потом в Москву на Dreamliner. Кроме полета на А380, вторая цель в Таиланде была зайти на пляж под самой взлетно-посадочной полосой аэропорта Пхукет. На мой взгляд, по уровню впечатлений, место никак не хуже известного на весь мир Маха-Бич. Количество рейсов сейчас растет. Таиланд отменил все введенные ограничения, что означает, между взлетами и посадками будут маленькие интервалы. Через прозрачный забор, если повыше стать, открывается отличный вид на перрон. Можно увидеть все, что происходит с самолетом с момента посадки до момента вылета. В небе заметил что-то большое. Это оказался длинный Dreamliner Boeing 787-9 авиакомпании Etihad, прилетевший из Абу-Даби. Удивительные у них крылья в полете, похожие на взмах птицы. Сразу же за ним появился Airbus A320 авиакомпании Thai Smile, прилетевший коротким рейсом из Бангкока. Издалека кажется, что самолет сядет прямо на пляж. Когда он подлетает, оказывается, что высоты еще много. Состояние пляжа так себе. Много мусора в радиусе 100 метров и много туристов, наблюдающих за жизнью аэропорта. Если купаться, дно песчаное и не сразу глубокое. Мой вылет в Бангкок был на следующий день с самого утра. От отеля на Сурине заказал такси. Стоимость составила всего 500 бат. Очень удивился, потому что раньше по этому же маршруту платил точно на 200 бат больше. С небольшими пробками время в пути заняло 25 минут. Аэропорт встретил огромной парковкой для мопедов. На входе в здание терминала требуют пройти контроль, и на каждый чемодан для багажа наклеивают такую наклейку-пломбу, которую нельзя снимать. Напротив входа находится зона с фотографией королевы Таиланда. Короля и всю семью очень сильно почитают, поэтому такие инсталляции из цветов встречаются повсеместно. В Бангкок лечу на одном из крупнейших низкобюджетном перевозчике в Азии, авиакомпании AirAsia. За билет заплатил 2100 рублей, приобрел через российское онлайн-агентство, а уже багаж, питание и выбор мест покупал отдельно, любезно воспользовавшись картой моей знакомой, которая живет не в России. Сначала выбрал место на втором ряду справа за 516 бат, за $16 15 килограмм багажа и за почти $6 горячее питание с десертом из манго. Багаж сдал, пошел на контроль безопасности, очередь шла очень быстро, хотя всех просили разуваться и проверяли пауэрбанки. Нельзя было провозить емкостью выше 30 тысяч чего-то там. Сразу после контроля зона выходов на посадку с приятным ковролином. Раньше из этой зоны вылетали международные вылеты. Несколько лет назад построили новый международный терминал, а старый полностью отдали под местные. Сразу отметил огромное количество кресел для ожидания. Они буквально везде. Во многих интегрированы розетки. Есть несколько кафе формата фастфуда и несколько магазинов с продуктами и сувенирами. На перроне увидел немаленький Boeing 777-300ER тайских авиалиний, прилетевший из Бангкока. Он порулил к международному терминалу, следующим рейсом он отправлялся в австралийский Сидней. В терминале в нескольких местах стоят роскошные кресла, зарезервированные для отдыха буддийских монахов. Конечно же, дополнительно огорожены для лучшей ясности. Монахи иногда встречаются и чаще не отличаются от обычных пассажиров только одеждой. И также зависают в мобильных телефонах. Мой выход на посадку 84. Сначала даже не понял, где он находится, где-то на нижнем этаже. Значит, повезут к самолету на автобусе. Около выхода на посадку уже стояли пассажиры в 3 очередях. Сначала заходят пассажиры первых 5 рядов и аварийных выходов, потом у кого места в хвосте, а в конце средняя часть салона. На заднем фоне виднелся хвост прилетевшего из Бангкока А320. Борт 2017 года выпуска завода сразу был передан в AirAsia. Уже было время посадки, агенты ее не начинали, постоянно смотрели в сторону стоянки самолета. Потом громко сказали, что выход на посадку изменен и вам нужно идти куда-то наверх. Поменяли на 8-й. Это телетрап. Ситуация создавала больше вопросов, самолета на стоянке не было. В голове были мысли, что между Пхукетом и Бангкоком летает около 30 рейсов в день. Прекрасная погода, и только мой рейс задерживается. На перроне появился борт, буксируемый тягачом. Приблизил на телефоне, посмотрел и увидел, что это и есть тот борт, который стоял на стоянке, когда была посадка через автобус. Теперь его буксируют к телетрапу. Самое простое объяснение в том, что когда он прилетел, стоянка была занята, его решили обслужить на другой стоянке, но потом почему-то поменяли решение и перевозят в первоначальное место. В углу стоял набор для посадки пассажиров другой низкобюджетной авиакомпании Thailand Air с интересными весами для ручной клади, как на рынке.
За окном поехал на взлет Dreamliner авиакомпании Etihad в цветах эко-проекта Greenliner. Пишут, что эта программа, например, включает в себя отсутствие пластика в обслуживании пассажиров на борту. Из телетрапа начали выходить пассажиры, из чего сделал вывод, что самолет прилетел, его поставили сначала на одну стоянку, потом переместили на другую, и все это время пассажиры находились в самолете. Посадку начали в момент, когда еще шла высадка. Необычно. Авиакомпания самолеты обслуживает самостоятельно. Вся техника в логотипах AirAsia. На лобовое стекло пилоты поставили защитные шторки, как на автомобилях. Салон классический для А320. Все кресла экономического класса. Первые 5 рядов имеют на дюйм больше расстояния. На мой взгляд, такая привилегия не сильно заметна. Расстояние до впереди стоящего кресла было очень маленьким, можно сравнить с победой. В салоне работало 4 бортпроводника. Объявления шли сначала на тайском, потом на английском. Выходил на связь капитан, сказал, что лететь всего около часа и полет будет спокойным. Экипаж старался как можно скорее все сделать и уже начать рейс. А в этот момент у нас еще даже не был закрыт багажный отсек. На перроне начало руление А320 лоукостера Vietjet Air, который полетел во вьетнамский Хошимин. Задержка уже составляла около 40 минут. От самолета начали отгонять технику для загрузки багажа. В салоне все возможное пространство используется для рекламы. Здесь была полезная реклама. Я без завтрака и как раз заказал на этот рейс горячее питание с десертом. Команда провела очень быструю инструкцию по безопасности с большим упором на спасательный жилет. Самолет уже начали буксировать, взглянул на перрон и показалось, что увидел самолет Wizz Air. По цвету похож. Это лоукостер Vietjet Air в раскраске обанкротившегося ирландского перевозчика Wow. Просто решили не перекрашивать весь самолет для экономии. Нас вытолкали, мы запустились. Сотрудники перрона провожали самолет вот с такими почестями. Очень приятно. Во время руления увидел самолеты АТР авиакомпании Bangkok Airways, которые летают преимущественно на Самуи. Мне повезло. За час до вылета сменили направление взлетов и посадок на полосе, поэтому сейчас самолет рулит в дальнюю от терминала сторону. Взлетать будем в сторону моря, и можно будет увидеть пляж, на котором вчера смотрел за самолетами. Проезжаем мимо надписи «Добро пожаловать на Пхукет». Взлет начали без остановок, пляж можно будет увидеть сразу после взлета. Смотреть с пляжа на взлеты точно так же интересно, как и посадки. На взлете можно услышать мощь двигателей, уборку шасси и иногда крутые повороты. Мой самолет сразу после взлета сделал левый разворот на 180 градусов. Под крылом показался Сурин-Бич, на котором я провел несколько дней. Заметил большой бассейн. Потом посмотрел по карте, это огромный аквапарк Blue Tree. Жаль, не сходил. Люблю аквапарки. В Пхукет полетели быстро и сразу взяли прямой курс на Бангкок. У меня рейс с прилетом во второй по величине аэропорт Бангкока, носящий название Дон Муэн. Он преимущественно обслуживает рейсы низкобюджетных авиакомпаний. Если раньше из него было сложно добираться, то сейчас пустили поезд, который быстро соединит аэропорт с центром города. Сразу же после взлета появился запах горячей еды, и стюардессы выкатили тележку. Приготовился есть заранее купленный пад-тай с креветками и сладким манго, как девушка завернула мой ланч в пакет, спросила, есть ли мои вещи на полке, и положила его к ним, сказав, что сможете воспользоваться уже после выхода из самолета. Это было, конечно, несколько неожиданно, потому что я рассчитывал поесть в самолете. Следом выкатили тележку с сувенирной продукцией AirAsia. Кроме футболок, кепок и кружек предлагали даже маленькие модели самолетов. Делать было нечего. Решил прогуляться в хвост, спросить, сколько стоит футболка. Большие размеры были только у двух пола, черной и красной. Команда была очень приветлива, сказали, что они сами не понимают эти старые правила, когда нельзя есть и пить в самолете. Черная пола подошла лучше, ее и взял. Дополнительно подарили небольшой дорожный набор. Только позитивные впечатления. Все строгие требования в Таиланде уже отменены, поэтому кушать в самолетах, наверное, уже можно. Самолет пересек береговую линию, и сразу же появились многочисленные сельскохозяйственные пространства, расстилающиеся куда-то далеко за горизонт.
Аэропорт находится на севере. Самолет облетел Бангкок слева, сделал долгий правый поворот и начал выпускать механизацию. За несколько минут до посадки меня привлекло большое здание, похожее на огромный стадион с космическим кораблем. Это буддийский храм. Купол состоит из 300 тысяч маленьких статуэток Будды. Одновременно в храме может проживать около 3000 монахов, а вся территория может принять более 150 тысяч посетителей. За мгновение до посадки появились рабочие окраины с привычным форматом домов. Только расстояние между ними было не очень большое. Самолет остановился очень быстро и сразу же свернул в сторону терминала. На другой стороне увидел поле для гольфа, на котором отдыхали и играли люди. Не очень было видно, есть ли там забор. Шарик же может и в самолет прилететь, теоретически. Около телетрапа, как и на Пхукете, все оборудование было с логотипами авиакомпании. Заметил, что после посадки экипаж вообще ничего не сказал по громкой связи. Быстро подрулили, быстро открыли двери, побыстрее выходите. Внутри терминала первая мысль, что это за какой-то бесконечный коридор. Дойдя до конца, был поворот и очередной такой же бесконечный, только еще длиннее. С каждым поворотом становилось все больше и больше людей. Какой смешной клюв у самолета низкобюджетного перевозчика ног. В центр вместо общественного транспорта решил поехать на такси. В зоне посадки взял талончик электронной очереди и ждал, когда будет объявлен мой водитель. Удобно, что адрес можно показать администратору на телефоне, и она уже передаст водителю, который не понимал по-английски. Поездка идет по счетчику, мне вышло в 440 бат, оставил 500 с чаевыми. Бросил вещи в отеле и пошел гулять по городу, одновременно выполняя запланированный список дел. Первое, конечно, зайти в торговые центры, которых в Бангкоке очень много. Меня интересовал магазин Uniqlo. Радость была недолго. Хоть цены и были дешевле, а вот с размерами была беда. Размерный ряд на многие вещи заканчивался буквой «Л». Следующая моя точка была в другой части города, и для исключения долгих пробок пошел на водный автобус, если его можно так назвать, ходящий по каналу, проходящим через всю центральную часть Бангкока. Называю этот автобус адской штукой. Они очень шумно ходят по не самому чистому водному каналу. В час пик пассажиры занимают все пространство лодки, остановки обычно очень быстрые и нужно успеть запрыгнуть или выпрыгнуть. Билеты нужно покупать на месте за наличные у билетера, сказав, до какой остановки едешь. Удобно, что все названия есть в Google картах, можно просто показать с телефона. Лодки плывут мимо жилых домов и даже иногда мимо купающихся детей. Самый большой плюс этого способа, конечно же, время, сэкономленное от пробок. Удивился, что в это время пассажиров практически не было. А еще интересно наблюдать за водителем. Он как будто троллейбус ведет. Целью было перекусить у королевы тайского стритфуда Джен Фай. Оказался 82-м в очереди. Она получила одну мишленовскую звезду и вошла в список 50 лучших ресторанов в Азии. Ей 76 лет. Она готовит сама практически каждый день, и одной узнаваемой особенностью являются ее горнолыжные очки. Раньше все ее всегда называли повар в горнолыжных очках. Самое популярное блюдо – омлет с крабовым мясом. К сожалению, у меня не было времени ждать. В следующий раз. Прошелся до набережной, посмотрел на реку и на классическом тук-туке поехал обратно до ближайшей станции метро. За 15-минутную поездку отдал 150 бат. Метро в Бангкоке преимущественно наземное и очень молодое. Первая линия была открыта только 23 года назад. Поезда ходят часто и быстро. Цена проезда зависит от расстояния. Заплатил 30 бат и проехал несколько станций. Все вагоны кондиционированы, и днем не хочется вообще выходить на улицу. Я же так и не поел. С едой в Бангкоке все настолько круто, что если меня кто-то спрашивает, что делать в городе, всегда готов ответить, что один день точно можно потратить на еду. Помимо многочисленных ресторанов и кафе с совершенно разными кухнями, в Таиланде огромный выбор уличной еды. Обязательно нужно превращаться в местных и есть, где они едят. В будни, днем и до самого вечера все перекрестки в центре превращаются в большую кухню. От чего-то непонятного в пластиковых пакетах, за которыми всегда стоит очередь из местных, до том-яма, которые могут приготовить туристу неострым. Есть морепродукты, гриль, десерты и вкуснейшие фрукты. Цены обычно в пределах 50-100 бат за блюдо.
Может показаться, что все это не совсем соответствует представлениям о чистоте. Сколько раз ел на улице, всегда было вкусно и никогда не было последствий. Главное, пробуйте, открывайте новые для себя вкусы. В городе еще есть автобусы, они чаще всего без кондиционера и стоят в пробках наравне с обычными машинами. Бангкок очень изменился. Улучшение качества жизни тайцев проявляется в еще большем количестве автомобилей, переезду стритфуда или маленьких магазинов в помещения с кондиционерами, бурному строительству небоскребов и множеству новых торговых центров и отелей. Если есть возможность, сделайте остановку в Бангкоке дня на 2, посмотреть на исторические места, зайти в торговые центры и, конечно же, поесть. В городе быстро стемнело. Пошел пройтись по пешеходной улице в центре, на которой шел какой-то концерт азиатских поп-исполнителей. Но откуда ни возьмись, пошел тропический дождь, и за минуту улица опустела. Уехать куда-то по таким дождем была та еще задача, потому что очередь только на вход в метро была на 20 минут. В отель спать, завтра вылет в Москву в 8:45 утра. На часах 4 утра. Я проснулся, чтобы выезжать в аэропорт. Увидел сообщение от 5-звездочной авиакомпании «Катарские авиалинии», что мой рейс задержан на 3 часа и будет вылетать в 11:45. Соответственно, на стыковочный рейс в Москву сегодня я точно не успею, потому что предыдущее время стыковки было что-то 1,5 часа. Это был сюрприз, потому что мне обязательно нужно было быть в Москве на следующий день, а у меня ситуация, что самолет прилетает на 1,5 часа позже стыковочного в Москву. Я посмотрел, один вариант есть, это вечером улететь рейсом из Дохи в Ереван и там уже пересесть на один из ночных рейсов в Москву, либо ЮТР, либо авиакомпания России. Я не уверен, правда, сможет ли такой маршрут предложить мне катарские авиалинии и что делать с багажом. Цены на любые рейсы были космическими. Смирился, что скорее всего прилечу с опозданием, и мой единственный вариант ехать в аэропорт и там же решать. Лег и еще 2 часа поспал. Как не хотелось уезжать. Из отеля поехал на такси, вызвал через сервис Grab с оплатой наличными. Стоимость поездки составила 948 бат. Водитель попался не самый быстрый, мне показалось, что ему даже нравилось стоять во всех пробках и выбирать самые медленные полосы. Во время поездки встречались разные форматы общественного транспорта. Кажется, такими были и школьные автобусы. Еще проезжали множество новых строящихся районов. Бангкок очень активно начал расти вверх. Встретил SkyTrain. Это все тоже метро, одна ветка которого доходит прямо до аэропорта. Цена проезда до центра 150 бат, сравнима с ценой московского аэроэкспресса. Мне непонятно, почему в зоне вылета никогда нет скопления машин, как в наших аэропортах. Что не так? На табло было написано, что рейс в Доху регистрируется в зоне М и задержан на 3 часа. На стойках выбрал зону для тех, кто уже прошел регистрацию и нужно сдать только багаж. Людей было подозрительно мало, неужели не все прочитали сообщение, что рейс задержан? Мне дали сразу 2 посадочных. На регистрации представитель катарских авиалиний сказала, что у них в системе записано: рейс на Москву будет ждать транзитных пассажиров. Это были отличные новости, и хорошо, что не купил утром другой билет. Пошел на посадку, сначала была линия контроля, где, как всегда, обращали внимание только на снимание обуви, и дальше паспортный контроль. Пограничников интересовала только бумажка, которую оставляют в паспорте при въезде в страну. Главное, ее не потерять. И дальше зона выходов на посадку и магазинов Duty Free. Присутствуют все премиальные бренды. По количеству китайских посетителей этих магазинов кажется, что они воспринимают аэропорт как торговый центр. Особенностью иностранных аэропортов, что экипажи не доставляют к самолету отдельным транспортом. Они наравне с пассажирами находятся внутри общих зон, одновременно показывая стиль и брендинг авиакомпании. В этот раз мне постоянно попадались экипажи авиакомпании Vietjet Air, женская форма которых имеет какие-то военные мотивы. Еще отметил, что они носят шорты. В российских авиакомпаниях такого не встречал. А вот и экипаж моего рейса. Судя по полоскам на рукавах, 2 командира и 1 второй пилот. За ними шла команда бортпроводников. Катарцы вне самолета носят такую темно-красную форму, а уже в салоне снимают пиджаки для обслуживания. До вылета оставалось где-то 1,5 часа. Направился в сторону выхода на посадку, аэропорт очень просторный. Напротив стоял 777 швейцарской авиакомпании, прилетевший из Цюриха. Вот и виднеется уже и мой борт. Это Airbus A330 модификации 200, дальнобойная версия типа. У катаров их всего 5 штук, с салонами всего на 260 пассажиров. Моему борту на момент полета уже 16 лет, и авиакомпания его получила новым с завода.
Всех пассажиров перед посадкой размещают в отдельном накопителе. Там же находится и представитель компании. До вылета остался час, а экипаж еще даже не зашел в самолет. Ситуация опять начинает быть напряженной. С другой стороны перрона стоят много самолетов тайских авиалиний в ожидании полета. Интересно, зачем у них открыты двери? За 40 минут до планируемого времени вылета экипаж отправился на борт. Точно еще больше задержимся. За 20 минут вовсю шла заправка и загрузка питания. Решил пойти к представителю и уточнить, насколько у нас задержка вылета и какие шансы успеть. Девушка на гейте уже была не так уверена, что самолет в Москву будет ждать. Хотя сказала, на рейсе более 30 пассажиров летят этим же стыковочным рейсом. Надеюсь, что подождут. На посадку пригласили приблизительно в то время, в которое самолет уже должен был вылететь. Посадка шла быстро, работали 5 линий, и к самолету было подведено 2 телетрапа. Сначала для пассажиров бизнес-класса, потом для пассажиров экономического. Салон самолета встретил теплым воздухом, градусов на 10 теплее, чем было внутри терминала. Конфигурация салона экономического класса в А330 моя любимая. 2, проход 4, проход 2. Она позволяет более комфортно входить с кресла, тревожа только одного пассажира, а не двух, даже если сидеть не около окна. Выбирая билеты в Бангкок, заметил, что авиакомпания использует на этой линии все свои типы дальнемагистральных самолетов в разные дни. Можно попасть на новейший А350 1000, а можно на самый возрастной А330. В этом случае выбирал, исходя из времени вылета и прилета в Москву. Кресла комфортные, очень приятный материал. В каждом кресле маленький индивидуальный монитор системы развлечения. Было прорывом для года производства самолетов, сейчас стандартны уже другие. Шоком стал размер блока управления системы развлечения. Он прямо буквально занимает половину пространства для ног около окна. Шаг кресел очень хороший, можно легко закинуть ногу на ногу. Монитор по какой-то причине очень тусклый, похож на те, которые установлены в Боингах 777 России. В кармашке кресла только инструкция по безопасности и пакет, если станет плохо. Для каждого пассажира на кресле находилась удобная подушка и набор масок с перчатками. В салоне было грязновато, между креслами лежал мусор из предыдущих рейсов. Задержка вылета уже 40 минут, только закончилась посадка и загрузка багажа. Вышел на связь капитан, сказал, что его зовут Антонио, второго пилота зовут Маркус, а главного директора кабинного обслуживания мисс Линда. Про еще одного капитана, которого видел раньше, не сказали ничего. Дальше началась молитва, запустили видео по безопасности, и мы начали руление. Задержка составляла уже почти час. Еще раз вышел на связь капитан. Сообщил, что он сделает все возможное для минимизации задержки. Полетим высоко, на 41 тысячи футов, и быстро. Он планирует добраться до Дохи за 6 часов и 5 минут. Сказал, что ожидается умеренная турбулентность в первой половине полета. На 2022 год население Бангкока оценивается в 10,5 миллионов человек. У меня оказалась солнечная сторона, сильный жар от иллюминатора ускорил решение закрыть шторку. Экран системы развлечения даже в тени был очень тусклым и оказался без управления через нажатие. В подлокотнике был пульт управления, можно было выбрать русский язык. Через 10 минут после взлета выключили табло «Застегнуть ремни», и экипаж начал обслуживание. Сначала напитки, в том числе и крепкие, практически без ограничений, потом горячее. Заранее заказал опять вегетарианское. На стандартный набор был выбор между курицей с ризотто и пастой. Размер порций, как всегда, у катаров большой. На задней кухне никого не было. Посмотрите, какая она большая. Вся команда занималась обслуживанием пассажиров.
На стенке заметил два фонарика, которые по виду были ровесниками самолета, и такой странный элемент идентики в виде полумесяца на шкафу с оборудованием для спасения и первой помощи. Не знаю, насколько именно знак полумесяца стандартный или как-то связан все-таки с катором и мусульманской культурой. Всем закрыли шторки и выключили освещение. Спите, дорогие пассажиры. Из минусов А330 в экономе не было розеток и не было никакого Wi-Fi. Если у вас нет ничего своего, будет скучно. Во время полета постоянно предлагали воду и соки. За 1,5 часа до посадки в полной темноте предложили овощные роллы, и еще один раз проехала тележка с напитками. В первом салоне некоторые пассажиры перед посадкой переоделись в национальную одежду. Удивительно, что они летят в экономе. Маршрут полета, как и в Бангкок, проходил над Дубай. Внизу остался международный аэропорт. Сразу после мы начали снижение. Экипаж очень тщательно проверял пристегнутые ремни, будили пассажиров и просили привести спинки кресел в вертикальное положение. Опять появился капитан, извинился еще раз за задержку, сказал, что в Дохе плюс 41 градус и видимость 8 километров. Не знаю, насколько важна эта информация была в тот момент для пассажиров. Сказал, что у нас будет небольшая задержка перед установкой на стоянку, потому что телетрап еще занят другим самолетом. Но вы не беспокойтесь. В этот момент самолет в Москву уже должен был вылететь 2 часа назад. Состояние было очень нервным. Возможно, нам дали другую стоянку. Мы нигде не стояли, а сразу же подъехали к телетрапу. Экипаж сказал, что пассажиров стыковочных рейсов будут встречать у выхода из самолета. Это могло означать что угодно. Например, что сейчас поеду в отель или полечу через Ереван. Moscow. Thank you. Сотрудник авиакомпании сказал, что все отлично, все успеют. Неспешным шагом мы пошли в сторону контроля безопасности. Никто никуда не спешил. На проверке все стояли в обычной очереди, что заняло еще минут 10. И дальше мы продолжили наш променад к выходу в зоне С. Думал, что раз задержка более 2 часов, то как минимум самолеты поставят рядом для минимизации времени на трансфер, потому что на перемещение наша группа потратила точно минут 20. Выход на посадку рейса в Москву был С-9. Passport. Mr. Oleg. Yep. Remove your mask. Thank you. Have a pleasant flight. Вот так все просто. Вы, Олег, опустите маску, хорошего вам полета. В Москву полетит Boeing 7878 Dreamliner 2014 года выпуска. Катарские авиалинии ставят сейчас чаще Dreamlinerы, чем более вместительные Boeing 777. Внутри уже были не очень радостные пассажиры, которые с их слов сидели в самолете больше часа. Им капитан сказал, что мы не вылетаем из-за транзитных. Самолет, идентичный путешествию туда, вы можете посмотреть в моем видео про полет на Пхукет, вот сверху ссылка. Фух, это было напряженно. Стюардесса зачем-то принесла стакан воды. Он оказался кстати. Шаг кресел идентичный, комфортно, сидеть можно. На этом рейсе нас очень быстро вытолкали, запустились и быстро порулили на взлет. Капитан на связь не выходил, в этот момент начал переживать за пассажиров рейса из Москвы. Они точно прилетят в Доху с опозданием, и у них полетят стыковки. Сразу после взлета бортпроводники принудительно затемнили наполовину все иллюминаторы с правой стороны борта. Из-за этого и не люблю такие системы, что команда может за тебя решать, когда тебе смотреть в окно, а когда нет. На питание все было стандартно. Сначала напитки без ограничений, включая шампанское, потом горячее. Выбор был из 2 горячих блюд. Одно мясное, другое вегетарианское. Случился первый негатив в качестве обслуживания. Подносы убрали спустя час после окончания обслуживания. В это время команда по 2 раза еще проехалась с напитками. С другой стороны, пассажиры, которым были важны крепкие напитки, были счастливы. Оставшееся время до Москвы кто спал, кто смотрел фильмы в мультимедиа-системе, кто был в интернете. Если не попадать на А330 катаров, то лететь с ними очень комфортно. На кухне всегда можно было попросить добавки и даже самостоятельно воспользоваться баром. Уже на территории России началась турбулентность, и самолет начал маневрировать между грозовыми облаками. Эти гиганты могут нести в себе сотни тонн воды. Цена моего полета из Москвы в Бангкок была 38 900 рублей за туда-обратно. Нашел в телеграм-канале о скидках на путешествия. Акции все еще бывают
бывают, подпишитесь на каналы или смотрите специальные сайты или группы. В лучах заката начали снижение. К Москве подлетели с юга, в районе аэропорта Астафьева заметил самолет, посмотрел по флайт-радару, это был маленький классический Boeing 737-500 Ютера, который полетел в Тюмень. Справа видел стадион Лужники и здание МГУ. Потом пролетали грибной канал в Крылатском, далее практически над аэропортом Шереметьево. Справа видны терминалы F, E и D, с левой стороны летного поля терминалы B и C. На одном из поворотов увидел строительство какого-то небольшого аэропорта. Он находится недалеко от Шереметьево, в интернете каких-то деталей не нашел. Он будет гражданским, военным или для частной авиации. Может быть, вы знаете? И пошли на посадку. Вот скажу честно, такого еще не видел. Пассажиры встали и начали доставать свои вещи, когда самолет еще покидал полосу. Кажется, команда не ожидала такого поворота и не знала, как их посадить на место. И, кстати, после посадки никто не хлопал. Как только самолет остановился у телетрапа, очередные пассажиры опять вскочили и побежали на выход. Во время высадки бросил взгляд на бизнес-класс. В Dreamliner такая конфигурация, что каждый пассажир имеет выход в проход. На границе в Шереметьево была большая очередь и никого на автоматические кабинки. Ими можно воспользоваться, если у вас биометрический загранпаспорт 75-й серии и выше. Просто подходите, считываете паспорт, внутри делается фотография, потом проверяется отпечаток пальца, выбираете рейс, на котором прилетели, и все, буквально 30 секунд. Обязательно воспользуйтесь, очень простое и инновационное решение. Жаль, что только в Шереметьево. На улице около терминала стоял экипаж Аэрофлота. Очень красиво и гармонично выглядит. Жаль, что они, в отличие от катаров, не так часто ходят по терминалам. Очень устал, вызвал такси и поехал в сторону дома. Дорогие зрители и подписчики, спасибо вам, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось.